Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. В эфире 5-я серия. Пошив разных блоков, составленных из квадратов из двух треугольников. Повторение – мать учения. Сейчас на экране схемы по скоростной сборке, как можно легко и быстро из двух квадратов нашить большое количество деталей. Для этого не обязательно резать большие куски. В ход идут все лоскутки и обрезки тканей. Сами видите, из двух квадратов 21 на 21 сантиметр получается сразу 8 заготовок. Из квадратов 15 на 15 сантиметров 4 детали. Из квадратов 10,5 на 10,5 2 детали. А дальше уже подключаем фантазию. Если не хватает своей, зовем помощников. Совместными усилиями, коллективным разумом мы решили выложить узор в виде зигзага разных цветов. Метод проб и ошибок, метод научного тыка. Нравится, не нравится. Вроде бы все хорошо, но нет. Один элемент в центре почему-то вверх ногами. А что вы хотите? Мы работали 6 рук. Исправим. Сшивать будем сразу все полотно вертикальными рядами. Узор мы собирали на съемной столешнице, которую сделали из кусков ламината. Ее можно легко сдвинуть и освободить место для швейной машинки Юника от фирмы Effective. Подготовленные детали сложим стопочкой в нужной последовательности и будем шить. Длину стежка делаем маленькой. Цвет ниток нейтральный серый. Строчка на ширину лапки. В начале и в конце каждой детали обязательно делаем закрепки. Все детали шьем гирляндой, нитки не обрываем. Соединили детали первых двух колонок, переходим к следующим двум. После того, как прошили эти заготовки, надо проутюжить швы. Ткани хлопчатобумажные хорошо держат сгиб. И можно просто ногтем провести и направить все швы и складки. При дальнейшей работе, чтобы не запутаться в последовательности, лучше иголочками зацепить ткани в местах швов. Просто у меня самой было пару раз, когда детали перекрутились между собой и пришлось распарывать. После того, как проложили вертикальные ряды, все полотно держится на соединительных швах. И остается только проложить строчку по горизонтали. Когда шьем большие детали, надо, чтобы полотно лежало ровно. Для этого воспользуемся самодельным приставным столиком. Обратите внимание, в местах стыка деталей припуски на швы направляем в разные стороны, чтобы не было толстых соединений. Конечно, все полотно надо тщательно проутюжить. И начинаем делать сэндвич. Ткань для обратной стороны, синтепон, красивая лоскутная деталь. Ткань для обратной стороны и синтепон должны быть немного больше лоскутного верха. Сэндвич тщательно закалываем английскими булавками для квилтинга. Они изогнутой формы, очень острые. Начинаем с середины и двигаемся к краям. Стежку будем начинать от центра. Сначала прошьем середину. Никаких особенных линий делать не буду. Просто прошью в шов, повторяя форму зигзага. В таком способе шитья диагонали и косые срезы – самые уязвимые места. Именно здесь ткани могут расползтись. Поэтому будем укреплять диагонали. В интернете наткнулась на отрывок из повести «Лоскутное одеяло», автор Ольга Шаховская, и хотелось вам его зачитать. Вся наша жизнь как лоскутное одеяло, где каждый лоскуток – это событие, впечатление, кусочек чьей-то судьбы. Память
Это наше теплое лоскутное одеяло, в которое мы охотно заворачиваемся, обнимая руками уголок, в особенно промозглые, насквозь пропитанные одиночеством дни. Она оберегает нас, сохраняя много хорошего, со временем притупляя боль, принесенную жизненными ситуациями. Наша память цепко держит запахи детства, бабушкиных плюшек, парного молока, новогодней елки, наряженной мандаринами, конфетами, игрушками, подъезда с кучей песка и разбросанного на улице карбида, подмосковных яблок и ворованной с поля кукурузы, цветущей медуницы и совершенно особого запаха кувшинок, реки, покрытой у берегов ажурной тиной. Мы любовно разглаживаем солнечно-желтые, небесно-голубые, беззащитно-розовые квадратики своего одеяла. Они дают нам силу не потерять веру, обрести надежду, сохранить любовь. Лоскутное одеяло, память, не зря подарена человеческому сердцу. Она не позволяет ему озлобиться, зачерстветь, помогает нам оставаться людьми. Когда мы делаем стежку одеяла, мы прошили один ряд до конца, потом переходим к другому. Нитки отрезаем и начинаем опять с верхнего края. Конечно, при желании можно сделать более густую стежку, но в одеяле хочется сохранить мягкость, поэтому просто крупные зигзаги. После стежки промеряем полотно и отрезаем лишние ткани. У меня получилась заготовка 50 на 50 сантиметров. Вы, конечно, помните другие блоки, которые я шила чуть раньше. Каждый из них хорош по-своему. Сложно остановиться на чем-то одном. Поэтому, как выпадет свободная минутка, буду шить другие варианты, а после планирую соединить их в одно большое одеяло. Чтобы не пропустить следующие выпуски, обязательно подпишитесь и нажмите на значок колокольчика. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!